Fire Stick 4K Max Gen 2 2023 года с вот таким вот прикольным пультом на новом процессоре на MTK. Дальше в обзоре увидите. Короче, с Wi-Fi 6E, с хорошими показателями, с Dolby Vision, Dolby Atmos. Так что это все на канале Технозон. Поехали. Слушайте, я вот на Амазоне его купил за 45 баксов. Честно говоря, дешевле 50 баксов найти чего-то тяжело такого же уровня. Объясню почему. Потому что это стик, который умеет проигрывать Dolby Vision в настолько большом количестве профилей, что вы сейчас закачаетесь. Но с другой стороны, это стрим-стик. Это стримовый стик, и мы это тоже должны понимать. То, что они написали, что тут есть поддержка Wi-Fi 6, это все красиво. 6 ГГц, это все красиво, хорошо, но даже в 5 ГГц Wi-Fi 6 он дает очень неплохие показатели. При этом, ну, сколько, не буду сейчас называть, потому что хочу, чтобы вы посмотрели там дальше. При этом мы были сначала вот немножечко, знаете, обескуражены тем его интерфейсом. Мы делали раньше обзоры на стики, интерфейс чуть изменился в отличие от старого стика. Я не стал его менять принципиально. Я покажу, какой он может быть. И даже есть группа в Телеграме, где ребята довели там это до совершенства, но это нужно брать руками и делать. Вот за что, в принципе, я и люблю Амазоны, и не люблю. Он имеет классные возможности, хорошую картинку, хорошие возможности по звуку, автофреймрейт, но как только ты касаешься вот этих всех переделок, установки каких-то модулей и тому подобное, это все костыли все равно, без аккаунтов Google чистых, без чистых Google сервисов, ну, пропадает все желание, абсолютно. И знаете, что еще? Микро-USB. Микро-USB в 23 году, микро-USB. Да, объясню, почему моя злость вот такая вот. Потому что я использую OTG кабель, то есть мне приходится использовать OTG, отдельный с микро-USB на USB, потом в него вставлять вот такой вот хаб, это для того, чтобы получить мне дополнительные USB порты, например, для жесткого диска, для флешки и тому подобного. Вставляю хаб, то есть у меня вот такие вот сопли получают, или LAN RJ45. И вот такая вот у меня конструкция. Вместо того, чтобы взять, допустим, хаб на Type-C, вот таком вот, на Type-C, и вставить напрямую, и там же есть и сквозная зарядка, там же есть и, допустим, те же самые картридер, и еще там куча всего. То есть почему этого не сделать? Этого не сделали. Слушайте, сам по себе стик, смотрите, мы сейчас перейдем с вами, посмотрим на сами характеристики. 2/16, это вторая генерация 2023 года. На MediaTek MT8696T, который работает в 32-битном режиме. На FireOS 3, 2 гигабайта LPDDR4. Кстати, у него очень неплохой видеоускоритель, как для MediaTek, тоже там потом посмотрим. И что он может по звуку. Сейчас я вам продиктую, мы это тоже проверяли. Dolby Mat транскодирование, AC3 Dolby Digital, EIC3 Dolby Digital Plus, Atmos через DDP, AC4 Atmos, Dolby True HD Atmos по стру, DTS по стру, DTS HD по стру. Короче, ребята, тут действительно очень много разных возможностей. А когда мы добираемся до профилей Dolby Vision, и у нас тут возникает вопрос. 7-й профиль? Нет. Сразу говорю, его нет. 4-й ML, 5-й, 8-й, 9-й, 10-й. Еще и в 9-м у нас, вернее в 5-м, 8-м и 10-м до 9-го левела, а в 9-м до 5-го левела. То есть, ребята, серьезно? Ну серьезно, это чистый стримстик. Я вам объясню, почему чистый стримстик, потому что через вот этот переходник у меня не получилось завести ни SSD, ни HDD. Напишите мне, если кто пользуется, какой вы использовали переходник, потому что, честно говоря, я расстроился именно из-за этого, хотя все-таки возможности его я проверил. Конечно же, прикольно, что можно, допустим, он поддерживает у нас и HDR10+, и HDR10, и Dolby Vision, и HLG, тут все хорошо. Я сейчас его подключу, мы с вами очень быстренько попробуем, подписываемся на мой канал, нажимаем колокольчик, еще ссылки на Amazon я кинул в описании под видео, кстати, и как купить на Amazon, например, в Украину, я тоже вам видео закинул, и там же есть ссылки на Amazon Украина, на наш телеграм-канал. Слушайте, идем тестируем, ну и там же делаем небольшие выводы.
переходим. Тут с Амазоном такое дело, что это его такой вот интерфейс веселый-то. И, честно говоря, можно изменить, и можно изменить абсолютно в разное русло. Можно поставить, ну, есть группа в Telegram, которая занимается этими Амазонами, они там наворотили, и голос поставить можно. Можно поставить различные лончеры. Я предпочитаю вообще использовать вот стоковый лончер, что-то нравится мне, не знаю. Хотя можно использовать и такой лончер в стиле Android TV 6, хотя там были вверху рекомендации. Здесь их, конечно же, нет, но это, вот знаете, такой Leanback on Fire, такой прикольный, кстати, лончер, достаточно функциональный. И я закинул вам группу в описании под видео, можете пойти посмотреть. То есть в Телеграме можно найти всегда, чего и как модифицировать. Вернемся к стоковому значению. Здесь мы видим, у нас есть панель с приложениями, которые можно изменить в конечном итоге, а внизу куча рекомендаций, которые, откровенно говоря, не американскому пользователю будет абсолютно бесполезна эта панель рекомендаций. В самих настройках у нас выглядит все таким образом. Здесь мы можем управлять нотификациями, вернее посмотреть на эти самые нотификации, которые есть, оповещения, управлять профилями, потому что здесь без профиля Amazon вы пользоваться абсолютно не сможете. Управлять сетями, 5 ГГц и 2,4 ГГц поддерживает такая штука. Есть у нас управление вот этим вот экраном. Я вам объясню, тут очень есть много прикольных вещей, но Ambient Experience нас не сильно-то морочит, он будет просто-напросто показывать персональные фото в режиме энергосбережения. А вот в дисплее у нас здесь интересная тема. Если у нас стоит авто до 4К, то можно включить автофреймрейт, и автофреймрейт здесь действительно работает. То есть таким вот образом я сейчас его остановлю, потому что у меня будет моргать. До 12 бит, это с поддержкой у нас получается Dolby Vision. Можно выбрать формат цветов, также можно откалибровать дисплей в плане того, чтобы он вмещался в ваш, грубо говоря, телевизор. И есть динамический диапазон, это значит, у нас есть адаптивный HDR, постоянный HDR. А если вы играете в какие-нибудь стриминговые сервисы, потому что у Амазона есть свой фирменный стриминговый сервис, то, конечно же, вам нужен будет игровой режим. Ну, здесь у нас уже там есть в аудио. У нас тут в принципе, у меня сейчас на постоянку он показывает Dolby Digital Plus. Я могу включить PCM, он будет выводить, либо Dolby Digital простой. Но в данном случае мы еще будем, то есть со звуком тут все абсолютно нормально, а вот с дисплей mirroring, так называемый по типу Chromecast, не называют, это по типу Miracast. Вы его включаете и подключаетесь через дополнительный момент, то есть вы должны его включить для того, чтобы через Алексу включить, грубо говоря, зеркалирование экрана. Очень неинтересно. HDMI Sync Control и аудио-видеодиагностика. Ну, сейчас у меня здесь вот таким вот образом работает, максимальное разрешение 60 Гц. Сейчас вы видите картинку, где есть та же самая аудио-видеодиагностика с Dolby Mat, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital простым, Dolby Vision, HDR поддержкой. И, кстати, поддерживает он HDR 10, HDR 10 Plus и HLG. Это очень-очень хорошо. Можно было бы в настройках еще много чего смотреть. Тут есть Equipment контроль. Это у нас, видите, контроль различного дополнительного оборудования. То есть мы можем его, видите, управлять. ТВ, вот, например, то же самое ТВ. У нас есть инфракрасная опция. Мы можем включать и выключать и работать с инфракрасными кнопками. То есть у него есть у пульта инфракрасная опция. Это все очень круто сделано. С этим как бы вопросов нет. А вот дальше у нас контроллеры Bluetooth девайсы. Максимально, что мы можем еще показать вам, это MyFire TV, который позволяет включить функцию разработчика, уже где мы можем устанавливать приложения из неизвестных источников, само собой. Насчет автофреймрейта сразу хочется сказать, что работает здесь автофреймрейт в Netflix. И вот вам, пожалуйста, маленький кусочек, где вы видите, как работает автофреймрейт. В нативном YouTube автофреймрейт не работает, но спокойно срабатывает автофреймрейт в SmartTube Next. У меня, например, здесь стоит еще SmartTube Next. Вот он, и стоит у меня еще Vimeo, в котором тоже срабатывает автофреймрейт. Кстати, стриминговый сервис Luna, забыл сказать вам. Это по поводу игровых возможностей. Следует нам сразу пойти в AIDA 64, посмотреть, что же он из себя представляет. Это у нас MT8696 платформа, неплохой процессор, 2 на 16. Это Cortex A55 ядра, 4 ядра по 2 ГГц. Работает он в 32-битном режиме. То есть, ребят, тут как ни крути.
Дисплей за видео у нас отвечает PowerVR ROG GE9215. И сеть у нас с коннектом сейчас 1,2 гигабита. Ну, посмотрим тоже. Интересно, как это все дело сработает. Доступа к термальным датчикам нет, поэтому проводить здесь тротлинг-тест абсолютно нет никакого вообще смысла. Как, в принципе, и половину тех тестов, которые мы обычно проводим. Вообще, очень интересная ситуация с подключением внешних устройств. Раньше я подключал по типу югринов различные хабы. На текущий момент хаб, который у меня универсальный, работает практически на всех моих Android устройствах. Через него я не смог опознать ни жесткий диск, ни вот такой вот SSD кейс, ни даже самый простой вот такой вот жесткий диск через хаб с дополнительным питанием. Хотя вот у нас есть обыкновенный разветвитель OTG. Вот я сейчас включу для того, чтобы у меня была мышка. Объясню почему. Потому что я хочу-то сделать тест скорости сети. Для этого нам понадобится спид-тест и мышка, само собой. Давайте спид-тест запустим. Кстати, прикольно, если ты подключаешь мышку, то она реагирует только там, где не реагирует пульт. Кстати, вот это классно сделано. Здесь мы можем просто запустить тест. Посмотрим, что он у нас выдаст. Ну-ка. Давай, 90, 200, 300... Ну давай, 400, покажи мне, это стик. Вот это вот стик. Вот, кстати, у Амазона вот очень классно. Если вы меня спросите, зачем же здесь тогда Wi-Fi 6, а здесь именно Wi-Fi 6, даже здесь Wi-Fi 6E. А я вам объясню. Например, для TVT, да, там TWT, для OFDMA, для повышения. То есть здесь не будет огромной пропускной способности. Это само собой всем понятно, что реализовать на таком устройстве какие-то супер возможности не будут. Ну давайте поменяем еще провайдера, попробуем. Если там скажете, а ты вот куда-то там делал не туда. Ну, что мы сделаем? Давайте еще какого-нибудь провайдера включим и посмотрим его максимальные возможности. Еще на 2,4 ГГц сейчас переключим. Ну, приблизительно то же самое, этот провайдер даже немножко похуже работает. Поэтому, в принципе, адекватные какие-то показатели мы с вами имеем порядка 400 Mbps. На Wi-Fi 5 ГГц, на 6 ГГц будет примерно то же самое. И всего лишь нам на 6 ГГц позволит реализовать максимальную возможность именно знаете как, максимальную скорость в 6 ГГц и позволит избежать загрязненных каналов, которые уже в Америке, допустим, появляются. Потому что там сейчас активно прям продвигают 6 ГГц, и Wi-Fi 7 роутеры даже продаются, в отличие от нашей страны. Пробуем на тех же серверах 2,4 ГГц, в принципе сразу все станет понятно. Давай. 2,4 очень хороший показатель, да ладно, слушайте, прям 130 мегабит, 140. Воу-воу-воу. Ребята, это незаконно, 150 мегабит на 2,4 ГГц. Да, для 2,4 это прям вот топ показатель, серьезно говорю. Хорошо, очень хорошо. То есть вы даже на 2,4 ГГц в Wi-Fi 6 режиме сможете, ну, давайте так, на хорошем роутере сможете смотреть практически любой контент. Мы, конечно же, будем тестировать на 5 ГГц Wi-Fi. То, что я его не русифицирую, это все, или то, что я не меняю язык на какой-то другой, кроме английского, это все сугубо мои предпочтения. Больше здесь нам смотреть не на что, имеется в виду из тестовых каких-то системных тестов, их нет. Я единственное вам покажу мощность данного стика. Если его используют для Луны, для стриминговых девайсов, то я вам скажу 122 297 баллов. Это на уровне, там, допустим, там, Logic S905 X4 какого-то там хорошо прокачанного на хорошей прошивке, именно по быстродействию. Это неплохо, вы сможете здесь и постримить, и поиграть во что-то. Если вы думаете, что поиграть не во что на Амазоне, то это небольшое заблуждение. Потому что если пойти в App Store, то здесь даже есть раздел игры, и то, что здесь 16 гигабайт, уже что-то можно поставить. Хотя они делают упор конкретно на Луну. Есть и Twitch здесь поддержка, и Final Fantasy можно поиграть. Да ладно, третий. R-Type 2. Различные игрушечки, то есть пошпилить во что-то можно. Играми хорошими это назвать тяжело, да и очень ограниченный такой
ассортиментец, ну, Amazon на то и Amazon. Тут больше на стриминг делается. Если говорить о поддержке, допустим, в Netflix, то у нас здесь будет и Dolby Vision, и Dolby Atmos. Тут как бы без проблем. Это Netflix сертифицированный TV-бокс. И вот тут вот у нас самое интересное. Сейчас у нас 5.1 звук показывает доступность. Вообще на телевизоре, если включить, то с поддержкой Dolby Vision, то у нас там и Dolby Vision, и Dolby Atmos. Я включу, пускай там что-то проиграет, вы поймете, что да, действительно Netflix тут есть и проблем с воспроизведением никаких нет. Все воспроизводит идеально. Смотрите, по поддержке Dolby Vision. Если вы зададите вопрос, а как же ты там рассказывал про сертификацию, допустим, Dolby Vision, Dolby Atmos, да, я вам скажу, для Android устройств есть вот этот вот перечень сертификаций. Здесь сертификация идет на уровне процессора и на уровне каждого сервиса отдельно. Здесь немножко вообще другой принцип сертификации. Эти стики сертифицируют отдельно в каждый сервис. То есть нет одной единой сертификации, согласно которой в том или ином сервисе будет играть Dolby Vision, Dolby Atmos. Так, по Dolby Vision понятно. Когда я проводил тесты воспроизведения чего-то там, пытался проиграть жесткого диска, я понял, что у меня это не получится, возможно, в силу каких-то причин совместимости и желания того, чтобы люди покупали фирменные аксессуары Amazon, потому что я показывал в старых, допустим, обзорах, где я подключал аксы какие-то не амазоновские, они работали. Здесь чуть ограничили, я не смог ничего завести, но при этом я поднял свой медиа-сервер и, грубо говоря, мы можем через, например, тот же самый Vimeo медиаплеер, либо через другой поиграть тестовые ролики. Я вам скажу, это стриминговый стик. То есть все в стриме, либо с медиа-сервера своего, либо с какого-то стримингового сервиса вы можете смотреть, либо даже вы поняли, да, там с Matrix, например, вы можете смотреть все без ограничений. То есть у меня здесь тестовые файлы, я могу там запустить LG New York 4K. Это очень высокобитрейтные 4К ролики. Срабатывает автофреймрейт на текущий момент. Вот он у нас переключился. Сейчас мы проконтролируем. И все. И у меня все идеально. Все воспроизводит. То есть мы можем проигрывать файлы любого размера. Мы можем проигрывать любого размера фильмы. Вот здесь у этого стика ограничений по производительности и по размеру фильма нет. Абсолютно никакого. Все будет воспроизводиться просто идеально. Вот, пожалуйста, Sony Luminous Demo, очень тяжелая демка, и некоторые ТВ-боксы через стрим не могут с ним справиться. Там с жесткого диска какого-то очень быстрого чего-то могут. А здесь быстрый Wi-Fi. На быстром у меня сейчас подключен медиа-сервер на Asus, на роутере. И все хорошо, то есть у меня все воспроизводит. Я как бы вообще ничего здесь не вижу, никаких проблем. Слушайте, с этим все понятно. По звуку я вам озвучил. Вот сейчас видите, да, там включается и Dolby Vision, и Dolby Atmos. Я воспроизводил вот тестовый контент вообще без проблем. Просто без проблем. Поэтому с Dolby Vision, с Dolby Atmos тоже все понятно. По YouTube, ну, стандартный YouTube работает, конечно, без проблем. Вы можете его скажем так, зарегистрировать в обыкновенный свой YouTube аккаунт, Google аккаунт. Я тестировал на SmartTube Next, у нас профиль. Мы можем с вами выбрать, это 4К HDR, мы можем с вами выбрать AV1 HDR, пожалуйста, на той же дикой реке. И получить примерно то же самое. 0 дропов. Ну, у нас есть при переключении стартовые дропы. Оно у нас сейчас проигрывает. МТК видеодекодер AV1. Вообще без проблем. То есть мы имеем с вами идеально работающий стик для воспроизведения контента. Идеально просто. Из этого мы исходим, что все нормально. В принципе, так же нормально, как и IPTV. Я вам скажу, такие стриминговые сервисы, которые, там, например, Megugo, Sweet, они с автофреймрейтом не работают, работать не будут, потому что пока не введет сам Megugo поддержку автофреймрейта, в частности, амазоновского, либо гугловского, потому что Amazon это все дело перехватывает. Пожалуйста, вот вам IPTV, проигрывается очень все хорошо, очень все быстро переключается. Тут вообще, вот знаете, вот как идеальная работа стика.
Именно стика. Если вы рассчитываете смотреть чего-то жесткого диска, то это вам не подойдет. Я вам сразу говорю. Если вы готовы организовывать медиасервер, то это классно. Если вам, знаете, вот эти вот моменты английского языка не подходят, то да, не подойдет. Если готовы заморочиться, изменить интерфейс, русифицировать, если готовы заморочиться, что-то установить и что-то переделывать своими руками, то да, это тоже вам подойдет. И я вам скажу, по качеству изображения отличные. Но есть моменты, у меня есть товарищ, он пробовал установить модули различные, он ставил интерфейсы другие, скажем так, лончеры, у него был рассинхрон. У меня на стоковом лончере рассинхрона нет. Абсолютно никакого. Все воспроизводится отлично. По поводу матрикса. Тягает любой размер. Абсолютно без проблем. Если есть раздающие, при этом качественные раздающие. Я не могу показывать, я даже не могу рассказывать, но это так и есть. То есть вот с этим проблем нет. То есть для меня сейчас этот стик сложился в то же. Если бы он был на Android TV, это был бы идеальнейший стик. Но даже в таком варианте, я вам скажу, Netflix с автофреймрейтом работает, Dolby Vision, Dolby Atmos работает. У нас можно воспроизводить с внешних серверов все, что хочешь, любого размера. У нас работает YouTube HDR в AV1 кодеке. У нас есть сертификация огромного количества вот этих вот всех, скажем так, стриминговых сервисов. Кстати, можно еще, знаете, чего посмотреть? Нет, к сожалению, DRM защиту мы посмотреть не можем. Ну ладно, что-то сделаешь. Но я его конкретно рекомендую. Очень классная вещь. Быстрый Wi-Fi. И при том, что это качество изображения МТК. Вот так вот. Мы рекомендуем. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.